Друзья, привет! Меня зовут Тихон, и я снова в гостях у Ивана, маэстро барбекю. В прошлый раз вам очень понравился наш совместный ролик, где Иван показывал, как он готовит рулет из баранины, и это было потрясающе вкусно и очень интересно. И сегодня мы с ним вместе приготовим говяжьи ребрышки в соусе каком? В соусе барбекю от маэстро барбекю. А в основе будет кока-кола, пиво, соевый соус и кетчуп. Давай сначала подготовим ребра, чтобы их закоптить. Зачем снимать пленку? Твои мысли. Ну, вот на тех, если, грубо говоря, оставлять ее на кости, то разницы большой нету, потому что, все равно такой с этой стороны не ешь. Но вот те места, где много мякоти, их жевать, конечно, неудобно, если там есть пленка. Так удобно. Если ребра долго томятся, то, конечно, от пленки практически ничего не остается, да и лишние коллагеновые связки дают больше аромата. Говорят, что пленка не пропускает специи, не такой вкус. Это все фигня. Вот это как и у курицы, типа кожа не пропускает ничего. Солим и перчим. Перчим. С локтя? Ну, можно, кстати. Солить будем с локтя. У меня в рукав обычно от рубашки тогда все набирали. Такой способ поместить с собой. Соль. Я использую самую простую соль, которая называется, по-моему, номер 1, по-моему, да? Есть такая? Ну, это вот самая обычная каменная соль. И обязательно используйте при копчении, при термической обработке дробленый перец, потому что он не сгорает. А вот молотый сгорает. Фракция легкая. Всякие соусы. Ну, это уже финальная подача. И, кстати, я прочитал, что, по идее, его нужно замачивать перед использованием еще не мачивать. У нас всегда не было времени. Так, ребра мы подготовили. Теперь идем разжигать гриль. Огонь, это я люблю. С правой стороны петельку нужно развязать и просто потянуть. Вот у меня всегда с этим большие проблемы. Я психую и хватаюсь за ножницы. Прямо ее тяни, все. Ты, главное, не психуй, просто тяни. Кто покупает мой уголь, они спрашивают: блин, у меня не получается. У меня первый вопрос: справа или слева? Слева. Делай справа. Не, я просто раньше работал, когда там на производствах, мука, сахар, все то же самое. Ты 50 килограмм держишь, они и так тяжелые. Ты эту нитку пытаешься найти, в итоге берешь, спарываешь. Так, готовить мы будем на мастер-таче. Его преимущество в закрытом зольнике, когда ты готовишь, у тебя вот нет, прям два поставили. Открытый зольник, ветер подул, у тебя все вокруг грязно. А тут закрытый зольник. Готовить будем с помощью отсекателя. Очень удобная история, чтобы коптить. Закрытый зольник не мешает тяге? Абсолютно. Там достаточно отверстия. Засыпай. Распределяем равномерно уголь. Положить вот такие прессованные опилки. Но они пропитанные, да, наверное, все? Пропитанные воском, да. Буквально 5 минут. Ставим крышку отсекателя и потом укладываем ребра. Уголь загорелся, и на него кладем чанки. Тут одно, и вот делаем так, чтобы на расстоянии, уголь да? разгорался. Там уже не надо, ну где-то вот так, чтобы. Сейчас нам нужна активная фаза копчения. Кладем отсекатель. Отсекатель жара отсекает прямой жар, и по кругу будет выходить дым. То есть нету прямого жара, дым будет идти сбоку, по краям, и таким образом прокоптится все на низкой температуре. Температура нам нужна где-то до 110 градусов. Если у вас хватит терпения коптить на 80, это идеально. Но мы будем с тобой коптить на 110. Да. Если будут повторять в духовке, разумеется, без аромата копчения, но тоже желательно выставить температуру до 110 градусов. 110 градусов, да. Нагрев вверх-вниз. У мастер-тача очень удобная регулировка нижней заслонки. Вот тут интуитивно понятные точки. Вот это закрыто. Это томление, которое нам нужно. А это полностью открытый гриль. Максимальный жар. То есть ставим на вторую точку слева. Друзья, и, конечно же, мы не могли оставить вас без розыгрыша. Все, кто подпишется на Ивана, перейдет к нему на канал и под нашим совместным видео напишет, что они от Тихона, будут участвовать в розыгрыше вот такого вот набора натуральных, соусов фруктовых, натуралина, который идеально подходит для мяса. От Ивана вам подарок. Почему ты никогда не расскажешь, что ты кондитер? Не знаю. Нет, я на стримах пару раз рассказывал, что я работаю технологом. Это видео. Я на канале Тихона рассказываю про Тихона. Тихон
профессиональный кондитер. Наверняка, когда вы входите в магазины, ну точно там 5 тортов есть от Тихона. Минимум. А если вы зашли в большой гипермаркет сетевой, там точно половина. Есть такое. А он молчал. Знаете, чем еще человек занимается, это очень важно. Ну, у нас тогда еще канал мелкий был, типа там 20 тысяч подписчиков. И я с дуру сказал, если типа этот видос наберет 1000 лайков, Анжелика выпьет стакан фреша луку. И видос стрельнул на полляма. Там 10 тысяч лайков, по-моему, да. Так, что нужно сделать? Анжелик, ты не хочешь еще один стакан фреша? Если видос наберет сколько? С 1000 лайков начни, а там... Если видос наберет 1000 лайков, давайте 2000 лайков. Анжелика выпьет. Опять Анжелика. Горит? Да. Вот что значит вчера сходить в спортзал. Руки вообще не работают. Ой, мы тут ездили на дачу снимать. Приехали, а там до половины калитка засыпана снегом, и все остальное также 50 сантиметров. Вначале Анжелика раскачала калитку, я пробрался, открыл сарай, все дорожки расчистить, съемочную площадку расчистить. Ну это сколько метров квадратных, не знаю, 15, это 20? 2 часа просто Да. снег убирали только. И дрова наколоть. Им надо снимать, а у меня вот этот загибательный рефлекс не работает вообще. Как я тебя понимаю. А потом будут в комментариях писать, что я опять алкаш. И у меня руки дрожат. Кроме того, что рецепт будет в описании, расскажу, что нужно для соуса. Для соуса нужно 1,5 килограмма лука, вот так полукольцами порезать, 2 веточки розмарина и чеснока, 1 головку. Головка хорошая. 0,5 соевого соуса, 0,5 пива, 0,5 кетчупа и 0,5 кока-колы. Принципиально какое пиво? Вот мозги на сегодня темные. Я в пиве вообще не понимаю. Я посмотрел, по цене вроде не самое дешевое и темное. Банка темная и написано темное. Брал его. Ну, обычно Вообще еще ничего. у него хорошее послевкусие солодовое остается в соусах, так что мне кажется, это классно. Вот я прям в пиве Тихона вообще ничего не понимаю. Прям от слова совсем. Но зато понимаю в Кока-Коле. Кока-Кола не zero. Нельзя менять на Кока-Колу Zero. Будет совершенно другой вкус и не будет Той густоты нужно. густоты, да. Так, а теперь идем разжигать гриль. Я на плите не готовлю, готовлю только в гриле. Закрепляем результат. С правой стороны. Параллельно. Мешок является розжигом. Очень удобно. Зажигай. Класс. Теперь вон ту решетку без центральной части. И на середину ставим голландскую печь. Сейчас карамелизуем лук, обжарим все это, а потом уже все остальное вольем. Окей. Вот такие моменты на съемках самые классные, в таких вот мелочах. Не будем. Стреляет. Ай, вкусно. Лук на 2 части разделите, чтобы хорошо обжарить было удобно. Сначала одну часть, а потом добавлю вторую. Сейчас, друзья, начинается тот самый волшебный момент карамелизации сахаров в луке, который вот этот вот аромат и вкус мяса потом даст своей глазури просто потрясающий. Я не могу говорить, потому что я понимаю, как вкусно и... Первая партия практически обжарила, добавляю остатки лука. Вот лук обжарился. А можно ложкой лук просто поесть, нет? Это идеальное блюдо, согласен. Ой, прям хлебный такой аромат лука. Капсулой.
Ничего себе, а капсула зачем? Азотная, чтобы вот эта вот пена, как у стаутов наливают в ресторане, там гильза, и она срабатывает в момент открывания банки. Да ладно. Я только сейчас об этом узнал. Век живи, век учись. И праздник к нам приходит. От этой половинку. Окей. Давай, чтобы не мешал. Нужно добавить вам 1,5 литра бульона какого-нибудь мясного. Но мы с Тихоном это обойдем, потому что мы с Лехой примерно месяц назад варили демиглас, и мы туда добавим просто демиглас. Демиглас — это уваренный бульон из костей. Да. Остатки из этого. Тоже 0,5. А земляной суп из детства. В этот момент надо так. Спецэффекты. И пол-литра соевый соус. Ну, сюда давай добавим 0,3, потому что он очень соленый. И вот он, мой демиглас. Кстати, варил в афганском казане очень удобно. За 4 часа мы с Лехой сварили вот бульон. Потом выпаривал его еще дополнительно? Нет, Или прям просто вот так вот есть? сварил, все, да. Закидывай. Да. Да, самодельный. Я думаю, достаточно. Убираю жар и закрываю крышкой. Верхнюю задвижку чуть-чуть приоткрываем, для того, чтобы влага выходила и жар был минимальный. Пусть чуть-чуть булькает, пока ребра докоптятся, у нас варится соус. Отлично. На канале Ивана снимается рецепт замечательной хашламы в гриле Weber. Вот такая красота. Так, Обязательно посмотрите и этот рецепт. нам надо снять ребра и завернуть их в фольгу, чтобы они не пересохли, а наоборот растомились. Какие же они красивые. Закрывай. Ну, чувствуешь запах копченого? Вообще обалденный. Если нет пергамента, сделайте просто в фольге. Если нет фольги, сделайте просто в пергаменте. Минимальный сок, который остался, должен растомить эти ребра. Они должны быть прям, даже не знаю, как сказать. Ну, вот, как вот рваные свинины, да. такие. Закрываем. Мы томили на 110 3 часа. Сейчас мы все завернули. И сейчас имеет смысл увеличить температуру до 150, потому что мы все завернули. И тогда приготовить все быстрее. Открываем верхнюю заслонку полностью и нижнюю. Из-за того, что стоит отсекатель, температура больше 150 на таком морозе не поднимется. Так, соус. Соус, смотрите, какой он уже офигенный. Мы его сейчас достаем и пробиваем в блендере. Чуть чтобы остыло, для того, чтобы блендер не убить очень горячим соусом. Вот я честно скажу, что такие ароматы стоят, что не просто кушать хочу, я жрать хочу. Взаимно. Вот это карамель. Я бы сказал, это мужская риска. Блин, ну это прям, да? Сок. Такой вот и вот заготовку сделать, хранить в морозилке. Потому что, понятное дело, все это количество на ребра все равно не уйдет. Ты не говоришь, что вкусно? А я тебе могу сказать, что вот невкусно. Невкусно? Очень вкусно. Сейчас, подожди. Знаешь, с первого раза... Молчи. Я тебе сейчас докажу, что невкусно. Ну. Первый раз было невкусно. Как еще лучше? Нафиг эти ребра. Все прям. Можно добавить немного сахара,
Если любите послаще. Но на мой взгляд, тут всего хватает. Нет, мне кажется, шикарно. И соевого соуса хорошо, что мы добавили вот 0,5 все-таки. Мне кажется, это именно та соленость, которая вызывает аппетит, прям попадая на рецепторы, заставляет играть. А? Огонь. А теперь самое интересное. Как Никита? Да, они просто уже готовы слезть с костей и отправиться ко мне в рот. Это вот как американцы показывают, трясут постоянно, Ага. да? Видишь? Замечательный соус. Тихо, иди помогай. Давай. Кажется, достаточно. Оставляем на 15-20 минут, а пока идем готовить подачу. Отличная идея. Подготовим, конечно же, доску для подачи. Из прошлого твоего видео остался соус. Да. Его делать уже не будем. Огуречный, офигенный. На основе майонеза с огурцами и чесноком. Разрезаем пополам. Я вот, кстати, всегда отделяю низ от верха. Так да? удобнее потом собирать. Халапеньо. Они заплатили или нет? Нет. Напишите мне. На один кусочек. Какой мы пустим на бургер? Вот этот будет удобнее разрезать, я думаю. Я положу сюда сыр. Вкусно? Ну, очень. Это вообще законно? Это? Нет. Ну, еще 5 минут и начинаем все это пробовать. Каждый раз по 5 минут он заставляет терпеть. Так, булочки подогреем. Мне вот тот с сыром, пожалуйста. Вот этот? Нет, тот. Блин, а вот его не возьмешь, не прижмешь, он с сыром же. Все, уходим есть. Так, берем булки. Чудесный соус от Тихона. Такая смесь наивкуснейших запахов. Вот я чувствую запах майонеза, потому что он, да, там огурцы, лимон, перец, по-моему, чеснок есть, да. У меня копчености, копченое мясо, соус и плавленый сыр. Да. Еще это все шуршит, так я не знаю, слышно на камере или нет, но Ах, низ я пересушил. И третий детский. ну, не такой уж он и детский получился. Немножко халапеньо, чтобы придать пикантность. Накрываем крышкой. Это Ребрович. Цельнокусковой бургер. Нет, там еще хашлама, такой. между прочим, на моем канале. Да. Он такой сочный. Вот, Леш, покажи, все же вот показывают, как он сочится, смотри. Видно? Ну, Здоровья. бургер не для женщин, для мужчин. Он жирный, нажористый. Друзья мои, это очень вкусно. На этом у нас все. Мы дожевываем. Не забывайте подписываться на Ивана, участвуйте в розыгрыше. До скорых встреч. А Тихону пишите комментарии, ставьте лайки.